Всем привет, солнечной Мальты. Твоя любимая, да? С утра полезно пить горячую воду. Сейчас по-быстрому сыграем и отдыхать. Ну, со стороны я смотрел, очень легко было играть. Подождал бы арену вторую, пошли бы пятером. Нет смысла БКБ нажимать. Hello, guys. We've played map really well. Не думаем, короче, не написать. Просто все мозги пропарили про это выпускали. Всем привет! Мы прилетели на Blast Мальту. Сегодня мы будем заселяться в отель, покажем свои практисы. Завтра у нас медиа-день, мы будем готовиться к играм, но послезавтра будем играть в КВшки. Приходите болеть. Ты что вместе стоят? Портал там написано. Твоя любимая, да? Чё, мы можем попросить, чтобы их раздвинули? Сами раздвиньте. Мы и так сами каждый раз двигаем. Ну давай я. Да такой не двигаем. Давай я вам раздвину. Да не, сами справимся. Это наш пасик? Да. А он теплый? Не знаю. Но вроде работает. Ну-ка, сейчас. Так ты его не поднимай. Ты просто волочи, тут же эта плитка. Похуй на нее очень. Легче еще поднять. Нет, катать легче. Между собой плитку поставьте. Все. И с той стороны. В обуви. Мы же в Европе. Мы без обуви тут ходим. Все видели. Мы в Европе, мы в Казахстане. Все, да, надо учить. Что, вкусно? Да, мандаринка. Why is it so like bitter, you know? Yes. Слишком горько. Дай попробуй. What the fuck? Горькое, да? Это их сода. Мальтовская. Какой-то... мандарины вот кислые бывают же. Горький. Да, горький. Да, может подходит. Кстати, да, похож. Green one. Еще этот, людей звать, типа, ложба часовая, один кальян, 100 евро. Ты говорил, что вот эта банка стояла? Да. Да, вот эти бласты. Топливо просто для я не знаю кого. С утра полезно пить горячую воду. Вот, да, про это. Гладилка, какие-то фигни оставил. Ну там оно потертая была нереально. Prepare a pose. If you have like just you have the regular pose, but you will also have like this or something like that. Afterwards, we will over here with all the small lamps, and we will do some fun retro shots. You can take a look at it over there. And lastly, I think Saxa will do an interview. Not sure. Yeah, whatever you say. Yeah. So. Yeah, let's just go over there and you can just prepare yourself for some nice headshots. Yeah, there. A little back again. And maybe one with a little smile on. Can you do one with a little smile on? Hero pose — это не про героев. Да. Это просто позиция. Ну, можешь ставить. На, блядь.
Всем привет, у нас сегодня медиа-день. Снимаем сегодня фильм. Сакса его снимает, Арман фоткается. And can you do the pose again from the beginning? Just take your arm down and go. В чем смысл от этого? Я не знаю. Я думал, хотя бы. Он даже не видно. Чек. Не знаю. Они же сказали, это чисто этот Почему? Тяжело. муляж. Пятерка на линии. Very close with the camera and go out. You know, so you start close with the camera, and when he do the pose, you take 3 steps back. Стэк, наверное. НПшка. Будешь снимать? Нет, ничего не видно. На. Ну так, видно. Вот это вот. Это невозможно сделать. Без тренировок. В смысле, делают так люди? Без тренировок? Нас. Без. Вряд ли. Ну, давай сходу сделай. Я не сделал. Всем привет с Мальты! Мы будем продолжать играть в плей-офф Бласта в нашей новой форме, созданной в сотрудничестве Team Яндекс и свои плюсы. Если хотите забрать себе такую же, вы можете это сделать за баллы плюса по ссылке в описании. Я помню, как я один раз решил, меня запалили. Почему? Да я буду вязать. Я вчера скрипа задумал, бизнес-скрипа. Алло, ты тут? Сейчас ебал. На месте Мланя, говоришь, Шимкенте. Этот популярный медак был, который, типа, хорошо играет, типа, по медак. Его убил какой-то ноунейм, и он начал орать, типа, на медиа один на один. Типа, я домой. Этот паузу поставил, гордость не позволила, и пошли. Хорошо, так как стало. Сейчас по-быстрому сыграем и отдыхать. I always in a corner, right? Я рядом с 20. Здесь Чира. У меня нет на стуле штучки, чтобы отпустить его или ничего. Что ты забыл? Экран, какая яркость была, я забыл. Что? У тебя будет 3 часа, чтобы подобрать. Да, сейчас буду вот так вот сидеть. Всем привет! В солнечной Мальте. Только сегодня пасмурно и ветрено. Вот приехали на студию Blast. Будем играть против Heroic. Хорошо вот подготовились, коуч, Мелоди. Вот, сейчас будем играть. Болейте за нас, подписывайтесь. Можно встать, типа вот так, прыгать, типа орать. Ну далековато все равно. Не услышал. Tai Lung carries 4 bags of potatoes in his team. Они даже на деревьях, вернее, они даже с дерева нападают в него. И это будет килл, однозначно. Видимо, чуть криво кнопки в моменте нажали Heroic. Кстати, команда бежала подсейвить. Что? Ватсон нафидел со свежим БКБ? Как это случилось? Неужели Блэкинг Бар не успел доехать? Непонятно. Цепляет еще и Малика. И внезапно в 1 секунду подставляются все коры команды Яндекс. Повезло, что у Трента уже нет ультимейта. Пака заметили. Дают ему сайленс, так что обезвредили. И Пак сумеет ли уйти отсюда? Есть блинкаут.
Тайлунг пробует его догнать. Пак в итоге не вышел. Только сейчас нажимает БКБ, и он не выйдет, похоже. Шифт нажимается. Арбану, Блинктон и КД его просто затыкает Юма. В Мелоди проблемы. Будет Спирит просто каждого стапа щелкнул по одному. Чира без дримкойла. Раста выкупается. Тайлунга вынуждает нажать свое БКБ. Есть еще десмелейт, чтобы отдалиться от Пака и не получить часть дэмэджа. В это время Юма просто всех режет одного за одним. Следующий у него Тимбер в меню. Жесть. Просто И всех съели. Малик тоже не выдержал и умер. What I think we need to approach, adjust. First, we shouldn't be scared guys to play and to contest areas, because I feel like we give up bottom area full, so like free. And I don't know, even if they're coming, we can fight them. Bristol wanna farm me, but wanna farm if he comes to meet, what he's gonna do? Throw a net. It's so easy to kill with my spirit and start playing. And on Roche, it was just unlucky. It's like, I mean, first we fucked up with buttons when we're killing Bristol bottom, yeah? We didn't silence Hoodwink, so she cancelled your shackle. Overall, guys, no pressure. It's best of 5. We're gonna play maybe 4 more games, maybe 3 more games. I hope 3 only. And we're winning consent. Don't be scared to play. That's my point. And to fight them back. We're just running away from them. Ну, со стороны я смотрел, очень легко было играть, пока мы не сдохли пятером. На пятером мы начали сдохли, потому что на солт-плейне. Нормально, первая разминочная, как всегда. Ну, меня тогда в боте видел, напали. Втроем напали. А как вы Бриста так убивали, что сдохли от него? Что, шипов сдох. Нет смысла БКБ нажимать. Он прям выплюнул там много шипов за раз. Попытка Бейна убить, снова Найтмер кастуется. Юма, кстати, поблизости. ТП от Тайлунга, а если нажать Блэк Холл, сбить-то будет нечем, ибо у Белки в КД все спеллы. Бейн в итоге идеально залбайсил. Тос назад, Вайперов тоже подцепили. И что делать ему теперь? Мне кажется, он не выйдет. Избивает его Виспер и делают 2 килла в размен на своего Бейна. Еще и Томба здесь упадет. Отлично. Фракшн работает. Отлично Юла от Малика. Питов Малис. И все, рефракшн сбили. Ставится арена защитная. Как выйти? Непонятно. Финсгрип Найтмером еще и закрывает Белку, чтобы она никак не могла сбить ультимейт Бейна. Великолепная игра от KJ. В целом от команды Heroic. Вроде бы Яндекс были к этому плею готовы, но не до конца. И Пайп успел нажать плюс Кримсон повесить. Малис по всем. Он открыл портал. Надо разбегаться по ощущениям. Сюда бежит вся команда, пытается вылететь. Тинец засыпает по всем. Где Энигма? Вот она! И Андайнг никого не спасет, потому что он засейвил. Но Юма не бьет. Юма никого не бил во время Блэкхолла. Он бил Тамбу. Дэмэджа не хватило. Юма может сам на фиде. Тысячи слетает. Смертоносный от Ватсона. 2 килла. И в итоге переворачивают этот момент чудом. Тим Яндекс просто не хватило дэмэджа в этот феноменальный Блэкхолл по всем. They just walking up into our jungle and finding J. It's like, we cannot play like this. I was thinking it's fucking GG there. When we got fucking Foreman Black Hole, I'm like, it's over. Listen, but there is no damage because Chira Viper Strike Tursa. He was broke during full Black Holes. I wanted to cancel with my bash at that one. I didn't have my bash. Talking about it's now full new best of 3. Yeah, full reset. We can change our drafts, but I think what's most important is, guys, we cannot half commit in game. It's like if we wanna take some objective, bring numbers. Like we again half committing. We're going bottom as 3. They go like try to set up an area before, and they try to kill. Like they're just using the rush as a bait to kill us. So if you're like contesting, we need to either move together or we just farm. If you die somewhere under their tier 3, skipped wave before, farm everything, it's so good. Свои плюсы. У нее свои плюсы. Все знают, все в курсе. У нее свои плюсы. Море баллов, плюсы отгрузят. У нее свои плюсы. Теперь в отеле со смузи. Свои плюсы. Здесь пытаются разменяться уже в форме первой позиции. И, возможно, Пак загуляет сейчас. Если поставить Дримкойл, да, он спалился. Феникс на месте, но нажимается стан и Виспер. Успеешь нажать яйцо, по идее, или нет? Он его не нажал. В итоге ставится Грейв здесь на Тайлунга. Пытается выйти за счет арбы, погибает. Вместе со своими тиммейтами остается один KJ, но это дело времени. Билкол по двоим нажимается. И поймали Дазла, очень важную цель. Шадофинт на месте. Посмотрим на его дэмэдж. А он абсолютно колоссальный. 2 стапов и уничтожает в секунду.
Ну и могут ли ответить? Heroic, похоже, что нет. Ему держит дизейбли. Еще один кол по двоим. И Unstoppable от Ватсона. 3 килла. Он делает в этом замесе. Кричит: дайте мне рампагу. Атака по Дазлу. Его спилили за секунду. Рекорд подходит со спины, хочет как-то разогнаться по всем. Тем временем ловит Рейзера. Ну и вот он блейдмейл от Феникса. Будет ли нажат вообще в этой игре, непонятно. Но в итоге сработал, кстати. Ватсон убил, однако есть нюанс. База упала именно у тебя. Как и написано. 2-1. Команда Яндекс вырывается вперед в рамках этой серии. Еще просто поел купил. Чеймон. Ну, билд, потом он собралась, все в один билд. В принципе, я тоже здесь очканул. Ну что-то разор этот рассыпался просто как... Знаете почему? Смок узнал, там этот крипа отправил, гейт, там на секунду, миллисекунду. Razer is just deleting people. Ты мне еще игра не пошла в начале. Хотел закачать стаки в тройке. Просто какая-то суета на тупую не началась. Я пошел туда, все нажал, маны нет, хп нет, и вижу они в тройке. А я только тэпнулся туда, я опять на базу побежал. Да, просто на тройку еще флекс. Я объяснять вообще не боюсь. Играть говно. Просто надо хорошо играть. Вот, да. Придумаем, короче, на ФС. Но Вайпер уже очень скоро резнится и прилетит на аутпост. Тайлонг все спалил. Было видено тост аут, а вот это очень опасно. Блэкхол кастуется и попытка сбить, но там вакуум по двоим ставится стенка. Ватсон был убит в ту же секунду. И об этом я, Максим, говорил. Звучит очень опасно, очень рискованно. И этот риск в данный момент себя не оправдывает. 3 килла. Малик пока мешает. Сакса накидывает ветра шардовые. Там сноубол уже нажали. И вот она, Энигма. Прожег Блэкхол и украсть Аегис не получается. У Ватсона и Гида рядом оказался Малик и просто уничтожает эту Энигму без шансов. И Ватсон просто всех уничтожает своим флэком с кучей дэмэджа. Выкупается Юма, хватило там денег на бай, накапало. И это ничего не меняет, ибо без Блэкхола теперь уже нет возможности дать стан и задержать Ватсона надолго. Была вот надежда. Они скелеты, вот они тычки, но они не меняют абсолютно ничего, хотя Ваку по всем. Дэмэдж пошел, убивает без байбека Боника. Good game, победа команды Яндекс в рамках этой Best of 5 серии. Они проходят в полуфинал. Если мы это не делаем, да, им пизда. Надо подминывать, сказать, после того, как они разойдутся с ботом. Гост. Хорош. Надо было еще реф лететь, чтобы 2 госта. Запрыгнул. У него нет слота. Запрыгнул, плюнул. Посмотрел на них в гости. Линку сбил, рефреш линку. Еще раз прыгнул подальше, еще раз шибу, гоним и еще раз гост. Ебало. Пиздец. Видишь, что я с ним в тройке делал? Че, просто дерется со мной, и он не может, блядь. Но у него шмоток мало. Потому что он сначала линку и улом сбивал. А пока он сбивал линку, чел чуть-то дошел. Спасибо, что не за Салгера взять. Желания не особо. Ну, окупилось. Всем привет, выиграли Heroic 3-1. Игры получились не самыми простыми, они нас нормально так там удивили, ловили. Да и мы так не идеальную игру играли. Все, причем я там много раз умирал, не дофармливал. Ну, выиграли и отлично. Все, день закончился, завтра против нами приходите болеть. Сегодня у нас второй игровой день, сегодня играем против Нави. This guy's fucking glowing. There's no light. Это на 50 нажмешь, вместо Солара такой. А у нас на керри бете с на КВ. Мне придется наложить, а потом? Тайт. Maybe we can win the game like 18-13. So 7 minutes. Мне кажется, наоборот, жарче надо. Ну, мы один раз играли с ними в группе, мы их
курсы Underworld, по-моему, да, я 4 КВ у нас с ними. И все они были до Нового года. Серьезно? Да. Казалось, мы вот недавно играли. Что-то поменялось. Все то же самое, только некоторые герои повыше рейтинг стали. Сетапится килл, есть рор. Джакира рядом, если что, подсейвить. На самом деле Нику не факт, что разменяется. Там все-таки стики, потенциально лотус имеется у Сакса, и Нику не загуляли с тылам. Айсплав кастуется, забирает он руну, но это все посмертно, и эта активка явно того не стоила. Может Чира здесь еще пожить. Выдает рор, погибает, но есть ТП от Мелоди, и надо наказывать всех зашедших в этот лес. Нику уже точно не отпускает. Стаки не законтестили Нави, но это хотя бы какой-то плей. Я думаю, любой размен это отлично. Там очень неплохой инкспел залетел через Second Shade. Идет атака под Т2. Как же много дэмэджа уже у Ватсона. Нику душит здесь. Раптор Дэнс нажимается. Рор в ДК прямиком. Хватит ли у него урона? Есть связка душ, неплохая арена. И ДК это не спасает в любом случае. Кест стоит в дизейбле, но дэмэджа в него абсолютно не хватает. И погибает все коры команды Нави. Кстати, Shadow Demon. Вот тебе идеальная цель. И его удалось убить. Байбека нет. Так, Кест это проблема. БКБ нажимается. На лоу КП есть Раптор Дэнс. Можно аккуратно отойти. Но там связка имеется. Он, похоже, не выйдет. Как же тяжело здесь Ватсону хилится и перебивает ДК даже в таком состоянии. Он еще в Шаде это покупает. Rate from 1 to 10 this bearings. This bearings. Right? Yes. I don't know. What is it supposed to buy? Я вообще ничего я не видел, что вообще происходит. Все просто 400 на лежали. Ты же в процентах по хп имеешь. Falcon Rush. Ну ты потом после Falcon Rush переключаешься и... Нет, это метод висячая файт. И слепой файт. Если по всем ее накинуть. You know Kez ulti, this invis. You get mark and like you're on blind in fight. Yeah. It's, I think it's better in fight. I think when you play with tanky heroes, it's nice if at some point you just take the mid waves yourself. Because you just push the mid waves out, then you go farm some camps, and it's like you can connect. Beast go play sides and he's like looking for kills to set up for you. No, actually, yeah, when we got Roshan, we start play When he sides. starts playing sides, you need to take care of the mid. Я сдох видел как. Я вообще не понимал, что файт происходит. Где СД убили и потом ты? Да, ну and they killed Saxa. I just use Falcon Rush. Well, I'm dead? Oh, I'm not dead. I healed from my second spell and Vladimir. Сакс ошибся? Спрятал сам себя? Что случилось с Саксой? За ним мы такое очень редко наблюдаем. ПМА в итоге выходит из опасной точки. God's Juice играет на развороте, но на самом деле Инвокер пока не в состоянии сделать ТП и помочь команде, и создается просто огромное преимущество по живой силе. Растоптали Мелоди, Сакса покидает нижнюю линию. Асанстрайк плюс Бласт. Нет, не получается дотаймить. God's Juice выживает. Хорошего голема скинули на подсейв. Ну и не поблизости. Тут на самом деле Тайт может, конечно, вписаться, дает Равагу, но хватит ли дэмэджа? Вивера, да, хватает. Поставили Айсвол. Еще и связка шикарная, Ватсона. А можно не отпускать. Нику-то остался совсем один. Шейкл на КД, Раптор Дэнс по троим. Как же чудесно нажимает свои спеллы. Нику делает -2. В этом эпизоде никак его не взять. Он этим Раптор Дэнсом не только убил двоих, еще и отхилился на фулл хп. Красивая игра. Вот он катаклизм пошел, но доджит Нику. Он успел выйти из дизейбла, и Раптор Дэнсом восстанавливает себе полностью все хп. У вас на огромные проблемы. БКБ нажимают коры команды Нави, и после этого шансов у Яндекс.Плайте нет. Это Good Games, скобочки, победа за 24 минуты. Честно, я думал, что первая карта была в одну калитку, но нет. Feelings guys about the game? Serious Underworld is strong. Need to contest this hero. They might pick at 9 even now. Yeah, I understand. We should ban we can leave the Razor. Why do we care about Razor? I think if we first pick another, it makes no sense to ban Pac over Razor. It's like Warlock is still, Jakira is banned. Yeah, every Imba hero is Chen is banned. You're gonna fucking fuck this lane, then we have carry counterpick. Who is the carry? But it doesn't have to be a counterpick, it can just be a giga carry hero, it can be Clinks or something. ФП же берем. Я думаю, да. Интересно, забанят ли Андера или нет? Я думаю, да. Я думаю, нет. И они точно будут метить в эрку. Они эти игры не пикают в эрку, только потому что у нас ШД.
проблемы у Дракона. И здесь арена ставится, прибежал и Малик. Жесткая здесь вечеринка, все буквально стягиваются под мид. И пока что размены выгодные для Ватсона, ибо здесь его уже не остановить или остановить. Так-то ДПС очень много, постоял он в Незер Токсине. Теперь ядовитые тычки летят, уклоняется от ножа и выходит керри команды Яндекс отсюда. А вот Малика нужно ли спасать вообще? Есть ящик, Санстрайк полетел, выходит Драгонайт, за ним гонится Малик, но дэмэджа не будет. Да, там Кримсон, баф от Рома, и в итоге ловит белку. Могут контраинициировать Нави. Если какая-то хелпа от Вайпера. Да, подошел он, но потерял позицию, как и половину своего хп. Хилит Заяц. На самом деле в долгом файте можно развернуться. Но там Аидис, не будем про это забывать. Ставится арена, защищает Ватсона, добивает Годза Джуса, получает за него огромный стрик. Ну и Ватсон сейчас появится, и будет продолжаться битва. А вот и этот предмет от инвокера. Ватсон в позиции, Годза Джус, ошибка от него. Команда была не рядом, торнадо выдается по двоим, теряется полностью позиционка. Санстрайк полетел на дистанции, колотит Ридиса, и ПМА понимает, что без ДК драться очень тяжело, надо сейвить Вайпера. А вот и инициация. И просто со стан убивает, не нажимает БКБ Драгонайт, у него нет байбека, и без ДК 120 секунд имеется у Яндекс, чтобы эту игру довести до логического завершения. Заходит Ватсон, дать ему рампейдж, а может действительно минус 5? ГГ написали, они не дают рампагу. Ладно, Ватсон все равно бы пятерых не убил, потерял слишком много хп, но это good game и победа команды Яндекс. Вот это кайф. It's just so easy for us to play map because we have Klinks and Walker running everywhere. Подождал бы арену вторую, под мид пошли бы впятером. Мысли просто так дрались. Без меня начали драть. Тебя там не было. Конечно, арена в КД, у меня 25 секунд. Ты сам сказал, ты пишешь. Чтобы помочь. Я тоже полетел, чтобы помочь. Нормально, добег был. Четвертый левел на 15. Нулик не нужен был, да? Нам не обязательно прямо убивать чела, которому мы прыгаем. Нулик хороший, у кого-то версии чела. Он сколько раз нажал на вас. Да? Да. Нулик, да. Я не мог купить. Пак рвется вперед, ловит голема. И Годза Джус точно вышел, но голема убили, сделали килл на Тине. Можно еще попробовать догнать и сбить ТП, но нечем. Дизейбл кончается. Юл был! О, как жестко, и Эмбера поймали. А вот это опасно, Дримкол поставили. Эмбер Спирит может не выйти, у него уже нет сейва. И минус 3 делают в этом замесе Яндекс. Как же филигранно они чувствуют эту карту, чувствуют преимущество оппонента. Но идти не в позиции, выжидает момент, гем выбили. Разор заходит с фланга, засыпка по двоим. Есть чейны, и Малика можно похоронить. Имеется Юл и Блинк. Или не успеет? Нет, Блинк был сбит. БКБ работает от Малика. Он просто стоит в стойку, и дэмэджа по нему недостаточно. Прыжок от Темплар Ассасин. Лопается Малик. Останавливать Годза Джуса нечем. Дримкол на КД, но есть копье, и арена откатилась. В идеальный тайминг Малик. Просто хоронит здесь все шансы на победу в этом замесе от команды Нави. Поднимает ПМА. Амбер все еще пытается спасти тиммейта, но, возможно, умрет за них. Прыгает в центр файта, нажимает БКБ, перебивает Малика. Так Нику-то может всех поубивать тут? Очень больно. Хекс нажимается, но спасает Чен своего тиммейта. Ватсон живее, всех живых. Будет еще Сандер под конец, но все под БКБ. И Ватсону не удается пробить, не хватает дэмэджа. Отличная арена. Вторая арена была установлена. Годза Джус буквально не бьет в этом файте, но Трон-то падает. У него очень мало хп, нужно глиф нажимать. Темпларка байбекается, Трон они не жмут глиф. Битый, но они дефаются. Они до сих пор не нажали глиф. У Тини нет бая. Трон буквально 10 хп, нужна одна тычка. Годза Джус может вывести команду в гранд-финал, но глиф нажимается. И одной тычки буквально недостаточно. Годза Джус будет ли удар? Дэдшот залетает и минус Трон. Why is the early game feels so hard for us? Because of Warlock? I died, but maybe it's fine. Chen had levels. I just had not the best game. But anyway, even I have good game, I cannot help. Or you think I die, we lose because of this? You need to be more responsible. I mean, the lanes went kind of shit, like we were kind of playing from behind all game. He keeps them like they can stay in our areas forever. Yeah, and they stop playing this hard to pressure because it's shit. You're doing very good. Yeah, I mean, the guy left most of the time, so. Overall, guys, we've played map really well, and we like in the end we got very unlucky in so many moments. I don't know. I thought we had it. 2 times 200. Ember survived 100 HP without buyback. TA survived twice. We would get Roche both times. It's like really well played. Keep it up. One more game, last one. We'll try our best, but be ready to play one more game like this. And you're not gonna get unlucky 3 times in a row, and you're gonna win in the end.
Малика блинк на КД. Может быть, БКБ ТПАУ даже стоит додавить. Оппоненты тоже рядом, они бегут. И вот оно, БКБ, копье, арена, Айсбласт отвечают. Да ладно! Они могут даже убить его. Грейв повесил. Они ранили Грейв. Это очень ранний Грейв. И неужели он погибнет? Есть Нужна телега. Есть телега! Господи! В телеге было занято! Он не поместился. И это минус Нику в моменте, где казалось все очень плохо у Малика. Она отлично нажимается. В итоге Айсбласт улетает в молоко, арена все еще стоит, но раздор с БКБ с Тотаником, он всех вас поубивает. Пока без шансов для Кеза. Очень сильно страдает он. Вот она реализация Аганима от Нику. Никуда не уходит. Никто из скоров. Выживает только Сапы. И команда Нави получает спокойного, безопасного третьего. На секундочку показалось, что Разора могут убить. Это единственный шанс дать Айсбласт по всем. Но залетает он только в Хусика. Поднимает фьюл. Опять же, кнопки Малик нажимает идеально. 2 файта подряд. Но уже математически как будто не победить. Как будто не хватит дэмэджа. До появления Ватсона 10 секунд. Выкупается Марс. Арены у него нет. Глиф отсутствует и просто готов пушить. Видимо, God the Juice. Спивается он, чтобы высосать немного дэмэджа из Мелоди. Имеется таунт. И Трон страдает очень сильно. Команда Нави сенсационно отправляется в гранд-финал. Пришли бани, Разор тени. Да, бесполезно. Просто дайте героя в бане. Хотя тяжело, видно, потому что Сакс играет на аппарате. Которым он не прям, наверное, хочет играть. Ну, что поделать. Просто все мозги пропарили про этого Хускара. Могли просто, если он, нас так тревожит, забанить. 3 крипа, и он, блядь, мили стрейф делает. Да, я думаю. Я пришел с 60. Хилшот не лучше? Он же всегда лох. Хилшот не лучше? Я когда проходил, чтобы интервью давать, человек кричат гулы и факел мне показывают, прикиньте. Вообще А ты-то при чем? знаю, блядь. We could win this tournament. I think our team's performance this tournament has been like, I would say maybe average. I think we did okay, kinda considering we had like 2 games of practice before we came to this event. We had a stand-in situation. But I think we could have also done a lot better. I think this last series we kinda made, it was a tough series, but we could have done better. I think we could have won the whole thing if we just played even like 10% better. We were just kinda low focus in the end. It was like game 5, game 4 we kinda threw a bit a few moments and it was like a close game, and game 5 we were like a bit low focus both in draft and in the game. So I think we could have at least gone to the finals if not win the whole thing, but you know, it is what it is. Not to make excuses, we lost, and we will learn from it and do better next tournament with our full roster. Subscribe to our social media channels, and thank you for supporting Yandex.